Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наши лекции по Ветхому Завету. Мы говорим о книгах Маковейских и о событиях, которые связаны с гонениями Антиоха Эпифана на иудеев. От времени Антиоха Эпифана мы имеем почитаемых церковью христианской святых, а именно старца Елиазара и братьев Маковейских. Это мученики, 7 отроков, которые пострадали до смерти, не желая отступиться от закона Моисеева. Первый из них, вот этот старец по имени Елиазар, это был благочестивый человек, которого вынуждали принести жертву идолам, а именно вкусить идоложертвенного мяса. Ему насильно разжимали рот, чтобы втолкнуть в него вот это идоложертвенное. Он отплевывался, и тогда ему предложили приготовить самому какое-то такое мясо, которое он согласится есть, но съесть его как бы идоложертвенное. Но на такую политику двойных стандартов старец не пошел, сказал, что это недостойно моего возраста, и за это его до смерти забили бичами. И другой эпизод — страдания 7 братьев и их матери. Когда они были пойманы и тоже отказались вкусить запрещенные законом продукты, а именно свиное мясо, их начали убивать одного за другим на глазах друг у друга и на глазах у своей матери. И мать тоже скончалась после всех этих мучений ее сыновей. Вот тут надо отметить 2 очень важных момента. Первый. Мать укрепляет на подвиг последнего сына, младшего, и говорит ему следующее. Это 2 книга Маковейская, 7 глава. «Сын, сжалься надо мною, которая 9 месяцев носила тебя в чреве, 3 года питала тебя молоком, вскормила, вырастила и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я по милости Божией опять приобрела тебя с братьями твоими». Вот здесь указание на 2 принципиальных догматических момента. Бог сотворил мир из ничего. И второе, мать ожидает все-таки приобрести этих братьев как? В воскресении. Веру в воскресение исповедует и один из братьев, который говорит мучителю: умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что Он опять оживит. А для тебя же не будет воскресения в жизнь. Вот это исповедание будущего воскресения из мертвых находится во 2 книге Маковейской, в 7 главе. Мученикам Маковеям посвящены слова святых отцов. Церковь прославляет их в песнопениях. 14 августа по новому стилю мы празднуем память мучеников маковейских. Иногда путают у нас Маковеев с маком. На юге России даже мак иногда приносят в храм. На самом деле Маккавеи от еврейского слова, которое означает «молот». Имеется в виду такое, как крепость веры, сила веры. Далее восстание священника Матафии и его сыновей и борьба Иуды Маковея. Об этом поговорим. Многие иудеи сопротивлялись этому эллинскому движению в Иудее. В конце концов они поднимают восстание. Во главе восстания становится священник по имени Матафия. В город Мадин, в котором он жил, являются посланники царя Антиоха, которые требуют всех принести жертву, и Матафия убивает их, вот этих посланников. И вокруг Матафии и его сыновей, которые убегают в горы, начинают собираться другие иудеи для участия в этом восстании. Карательная экспедиция, которая была послана в Иудею, чтобы убить этих людей, напала на иудеев в субботу и многих истребила, потому что в субботу иудеи не могут сопротивляться. Тогда было принято решение, что и в субботу следует защищаться в случае нападения. Матафия прожил после этого недолго. Он назначил после себя одного из сыновей старшим Симона, а военачальником Иуду, который прославился во многих военных действиях против Антиоха Эпифана.
Начинаются эти активные действия, и все движение по имени братьев Маковейских, вот этих, называется Маковейским. Да? Военачальник был Иуда Маковей, молод по причине его побед. Но со временем это прозвище перешло как к его братьям, так и ко всем, кто участвовал в этом восстании. Иуда Маковейский, его последователи первое время имели огромный успех. Антиох не ожидал просто встретить такое серьезное сопротивление, тоже не был к этому готов. И вот Матафия становится родоначальником новой правящей династии в Иудее. Конечно, ее положение не было совсем твердым, потому что законным царем мог быть царь только из колена Давидова, из рода Давидова. Но Матафия был потомком Левия. Священники это были левиты, да, и поэтому требовались особые усилия, чтобы эту династию поддержали остальные иудеи из-за идеи освобождения их веры, да, от этого гнета язычников. И вот все-таки это восстание продолжается, имеет некоторый успех. Иуда Маковей даже отвоевывает Сион в Иерусалиме. Впрочем, в руках сирийцев остается цитадель, крепость. Храм очищается от всяких мерзостей, снова начинаются богослужения, складывается новый жертвенник, камни от прежнего оскверненного жертвенника отставляются в сторону. Вот. И после одного из сражений Иуда Маковейский осматривает погибших. И вот такая интересная деталь. Он выясняет, что погибли те, кто носили на себе языческие амулеты, талисманы. Тогда он посылает деньги в Иерусалим, чтобы там принесли жертвы за грехи этих погибших. Вот в этом эпизоде мы видим такой пример молитвы за усопших в Ветхом Завете. То есть это не новозаветное нововведение. Но происходит некоторый перелом в истории маковейских войн. Дело в том, что до этого война шла за богопочитание, за веру предков. Но вот что происходит. Иерусалим освобождается, и Антиох Эпифан умирает. Причем он перед смертью кается, он видит свои болезни, наказание Божье за войну с иудеями, с их верой, и объявляет, что он готов принять иудейскую веру и дозволяет иудеям исповедовать свою веру. Впрочем, смерть лишила его возможности принять иудейскую веру, но, тем не менее, свобода вероисповедания была объявлена. И поэтому религиозные преследования прекращаются, и война для многих иудеев теряет свой сакральный смысл. То есть за что воевать? Иерусалим освобожден, веру исповедовать можно. Но некоторые иудеи продолжают освободительное восстание ради того, просто чтобы отвоевать свою землю от захватчиков. Хотя, конечно же, мотивация здесь уже другая, политическая. Если в первом случае мотивация была сакральная, то здесь уже больше политическая. И вот начинаются, скажем так, политические передряги в иудейском воинстве, в иудейском собрании. Иуде Маковею не удается отвоевать Иерусалимскую цитадель. Она продолжает находиться в руках язычников. Тем не менее, он расширяет подвластную Иудее территорию. Потом на время Иерусалим снова переходит к сирийцам. И происходит длинная такая череда разных, скажем так, успехов или неуспехов иудейского войска. Разные военные союзы появляются. Допустим, Иуда заключает военный союз с римлянами. Еще одна деталь, которая подчеркивает изменившийся характер войны. Да? То есть раньше иудеи рассчитывали только на помощь Божью, а теперь уже входят в союзы с язычниками. Вряд ли это Богу было угодно. И после этого Иуда проигрывает сражение, сам погибает. Потом во главе иудеев встает некоторый Иоаннафан, который тоже имеет ряд успехов. В Сирии тем временем идет борьба двух родов, потомков Антиоха Великого, в лице Дмитрия, Александра.
Иоаннафан направляет посольство в Рим для возобновления союза. Иоаннафан одерживает очередную победу над Дмитрием. Его захватывают заложники и умерщвляют. Поскольку раньше еще в различных походах погибли два других брата, Иоанн и Елиазар, то остается один единственный Маковей – это Симон. При нем в Иудее наступает долгожданный мир. Описывается это в первой книге Маковейской, в 14 главе. Народ провозглашает его начальником, первосвященником, пока не придет пророк верный. Да? То есть пока не придет пророк, который рассудит, правильно сделали иудеи или нет. Такая интересная вещь. И Маковеи подчиняют себе значительную территорию, становятся действительно полностью автономными. В 135 году погибает Симон, в живых остается Иоанн Геркан, который в 134 году становится преемником. И вот на приходе к власти Иоанна кончается самая последняя книга Маковейская. Это 135 год. А вторая книга Маковейская заканчивается смертью Иуды Маковея. В этой книге религиозный момент выражен гораздо более ярко, поскольку после смерти Иуды Маковея, как мы уже говорили, движение становится политическим. И о событиях следующего столетия уже не повествует ни одна книга Библии, но нам все-таки надо довести повествование до Рождества Христова. Из внебиблейских источников известно, что Иоанн Геркан расширял подвластную ему территорию. И, например, он присоединил Идумею, то есть потомков Исава, которые потом были обращены снова в иудаизм. Кстати, Ирод Великий был из идумеев, и он был иудеем по вероисповеданию именно потому, что насильственное слияние идумеев с иудеями произошло как раз при Иоанне Геркане. Иоанн Геркан был у власти около 20 лет, потом ему наследовал сын Аристовул, потом другой сын Александр Яннай. После смерти Александра Яная его жена Александра Соломея, которая осталась у власти, правила, она уже опиралась больше на фарисеев. И все это заканчивается в 60-е годы до Рождества Христова. На границах Сирии появляется Помпей. И пока последние представители Маковейской династии ссорились между собой, с севера на них надвигались римские легионы. Помпей завоевывает снова Палестину, потом и Иерусалим становится данником Рима. И происходит так, что в целом ветхозаветный период и период краткой независимости иудеев, связанные с правлением хасмонеев Маковейской династии, заканчивается. Помпей порабощает Иудею, она становится административной единицей Римской империи. Этот краткий период независимости иудеев все равно не был, скажем так, таким богоданным и с точки зрения закона несомненным, потому что правили цари не из династии Давида, и упор был не всегда на религиозном аспекте, а чаще на политическом. И, кстати, в связи с упомянутым Иродом следует сказать, что исполнилось одно из древнейших пророчеств, которое прозвучало из уст патриарха Иакова, а именно, что примиритель придет тогда, когда скипетр отойдет от Иуды. Со времени царя иудейского Сидекии не было царя в самой Иудее, кроме Александра Янная, но тут царский скипетр попадает уже в руки идумеянина Ирода. И, очевидно, имеется в виду это пророчество, да, что богоданная иудейская, в принципе, власть прекратится, и тогда придет Мессия. Если так понимать, то все складывается. Действительно, когда Иудея теряет независимость и царскую власть, не будем уже рассуждать
да, о том, что Хасмонеи не из рода Давидова. Но когда, в принципе, Иудея теряет свою царскую власть, и когда власть попадает в руки идумеянина Ирода, вот тогда и приходит Христос. Вот если так толковать, то можно решить эту проблему этого пророчества. Итак, друзья, мы с вами закончили историческое повествование Ветхого Завета и вплотную подошли уже к эпохе Нового Завета. И нам с вами осталось пройти учительные книги, книги мудрости, Иов, Псалтирь, книга притчей Соломоновых и пророков. Но перед этим мы должны пройти еще одну книгу, о которой мы упоминали, но не разбирали ее. Это книга Исфирь. Давайте ею и займемся. Итак, перед нами книга Исфирь. Главной героиней книги является женщина по имени Исфирь. Это, кстати, тот случай, когда книга названа именем героини, а не именем автора. Это родственница и воспитанница еврея по имени Мардахей. Живет он в Сузах, это Шушан, часть Восточной Персидской империи царя Артаксеркса I. И Артаксеркс участвует в повествовании этой книги. Когда перед царем встает проблема выбора новой жены вместо отвергнутой старой жены, его выбор падает на Исфирь, поскольку она обладала особой красотой. И вот один из придворных Артаксеркса по имени Аман, амаликитянин, был раздражен тем, что Мардахей пользуется почестями со стороны царя, как родственник его, и он огорчен был тем, что Мардахей отказывался поклоняться Аману. И вот, сплетя сеть интриг, Аман добивается того, что царь соглашается на уничтожение не только Мардахея, но вообще всего еврейского народа. И даже издает особый указ об этом, что в такой-то, такой-то срок, такого-то числа иудейский народ будет умерщвлен, весь на территории империи. Узнав об этом, Мардахей требует от Исфири, чтобы она повлияла на царя. Она, вопреки строгому придворному этикету, нарушение которого грозило ей потерей жизни, является к Артаксерксу без приглашения и приглашает его на свой пир, который она организовала для царя. И так искусно она все это делает, что Артаксеркс приходит на этот пир, и во время этого пира она обращается к нему с просьбой о защите евреев. Узнав подоплеку интриг Амана, Артаксеркс повелевает его казнить, его вешают на той же виселице, которую Аман уже приготовил для Мардахея. А вот с законом возникает некоторая проблема. Дело в том, что Артаксеркс не может отменить свой собственный закон. Так не полагалось тогда. Если царь издал какой-то закон, значит, он не может подвергаться сомнению и не может быть отменен никем, даже этим царем. Все, что может сделать царь, это издать новый закон, который будет как-то корректировать предыдущий, в дополнение к нему. И вот царь издает новый закон, согласно которому иудеи могут сопротивляться, то есть им разрешено сопротивляться, взять в руки оружие и сопротивляться этому истреблению. И в силу этого указа евреи с оружием в руках встали на свою защиту и отбили это нападение. Уничтожили множество врагов, в том числе 10 сыновей Амана. В память об этом событии у иудеев установлен праздник Пурим, который они празднуют и до сего дня. Историки спорят об этой книге, могло ли это быть, не могло. С одной стороны, очень много имен персидских, да, деталей жизни Персидской империи того времени мы находим. Но, с другой стороны, может быть, стоит различать первоначальный текст книги от окончательной редакции, которая вошла в канон. Предполагают, что изначальный текст этой книги во многом мог отличаться. Автор этой книги неизвестен. Возможно, что он принадлежал к еврейской диаспоре. Можно предположить, что автор и жил в Сузах, из которых происходил Мардахей.
Книга Исфирь — это каноническая книга, но она не признавалась некоторыми общинами до конца I века. Полемика о ее каноничности продолжалась и потом. Дело в том, что книга Исфирь — единственная из книг еврейской Библии, которая отсутствует среди кумранских рукописей. Но, тем не менее, несмотря на то, что она поздно стала известна в Палестине, она принята в иудейский канон, хоть и была написана в Персии, и наша церковь тоже приняла ее в канон. Стоит рассматривать, конечно же, деяния, описанные в этой книге, как деяния всемогущего Бога, который устроил так, чтобы народ его выжил и в условиях существования в Персидской империи. И, кстати, мы видим такой интересный момент, что далеко не всем иудеям, далеко не всегда было плохо в плену, по крайней мере, уже не в Вавилонской, а в Персидской империи. Иудеи могли занимать важные должности при дворе, а иудейки даже быть женами царей. Это тоже следует учесть. В православных изданиях Библии Исфирь помещается между книгами Юдифи и Иова. О неканонических книгах мы поговорим позже, потому что к ним относится книга Иудифь. А дальше продолжим говорить о книге Иова. И тем самым откроем цикл учительных книг Священного Писания. Итак, книга Иова. Перед тем, как мы приступим к этой книге, давайте скажем несколько слов об учительных книгах, которые открывает книга Иова. Учительные книги по своему названию — это те, которые учат благочестию, учат правильным отношениям с Богом и людьми. Иногда они по своей форме называются поэтическими, потому что действительно изрядная доля текстов в этих книгах написаны поэтически. Например, большая часть книги Иова написана поэтическим слогом. Правда, когда мы говорим о поэзии ветхозаветной, мы имеем в виду особый стиль, особый текстовый склад, особую форму выражения. И, конечно, мы не найдем в этой поэзии тех признаков поэзии, к которым мы привыкли. Мы не найдем привычные рифмы, тень, полутень, мы не найдем, допустим, античных метров в этой книге. Это поэзия семитская, которая имеет свои законы построения и свои идентификаторы, скажем так, то, что делает этот текст именно поэтическим, а не прозаическим. Об этом мы поговорим чуть позже, скорее всего, в связи с книгой «Псалтирь». А пока просто такое замечание. Задача учительных книг — сделать для человека заповеди Божьи достоянием его собственной мысли, то есть показать, как исполнение заповедей Божьих работает в жизни, выразить библейское учение о спасении, о благочестии какими-то такими словами, которые запомнились бы человеку и действительно его научили заповеди Божьи соблюдать. Итак, перед нами книга Иова. Писатель книги Иова нам неизвестен. Златоуст предполагает, что это мог быть Моисей или даже Соломон. И не содержит эта книга определенных указаний на время ее написания. Некоторые предполагают, что это одна из древнейших книг Писания. По крайней мере, скорее всего, она описывает нам дозаконный период, то есть период до Моисея, поскольку ничего не сказано о законе Божьем, который бы Иов, безусловно, выполнял. Он живет в эпоху совести еще, в эпоху дозаветную. И эти реалии, которые описываются в этой книге, вполне могут быть отнесены к эпохе патриархов, к началу второго тысячелетия до Рождества Христова. Поэтому книга эта древнейшая. Иов — это человек, который жил в царстве Уц на Востоке. Он не писатель этой книги, но главный персонаж этой книги. В дополнении, которое находится в славянской Библии, соответственно, в Септуагинте, говорится, что он был потомок Исава, пятый от Авраама. Что же происходит в этой книге? Первые две главы предлагают нам некоторый исторический пролог
в котором повествуется о том, что в земле Уц живет благочестивый человек по имени Иов. О местонахождении этой земли трудно сейчас что-то сказать. Одно из самых распространенных — это то, что это была северо-западная часть Аравии на границе с Идумеей. Иов очень богатый человек. Он насколько богат, настолько и благочестив. Например, такая деталь, что он имел обыкновение приносить жертвы не только за себя, но и за своих детей на тот случай, если они вдруг согрешили. Представьте, какой человек. И вот далее говорится, что пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И удивительная такая картина. Мы видим некоторые события, которые происходят в небе, в духовном мире. Нас, автор повествования, знакомит с этими событиями, но главный персонаж книги, Иов, об этом не знает. И вся, что называется, соль дальнейшего повествования состоит в том, что Иов не подозревает о той предыстории, которая случилась в разговоре Бога с дьяволом. Но читатель книги об этом знает. Вот. Интересно, что к Богу приходит сатана. Такая своеобразная картина. Мы знаем, да, что сатана отпал от Бога и больше не стоит в ряду других ангелов. Но тем не менее он приходит здесь к Богу и может с ним говорить. Может быть, речь идет о том времени, когда сатана еще не отпал от Бога окончательно, так что стал его упорным противником, да, богопротивником. То, о чем говорит Христос: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Да, и мы видим в Новом Завете сатана принципиальный противник Бога и действует через многих людей. Вот, может быть, здесь описано время еще до окончательного самоопределения сатаны как богопротивника. Впрочем, такой таинственный здесь момент. И вот сатана имеет возможность с Богом говорить. Само слово «сатана» переводится, впрочем, как «противник». Он начинает клеветать на Иова, говоря о том, что этот праведник не бескорыстен, легко быть благочестивым, когда Бог все дает, а вот ты попробуй лиши его всего. И Бог говорит, что сатана может коснуться всего того, что есть у Иова. Ну, то есть отнять у него имущество. Обратите внимание, что сатана сам по себе не имеет власти. Он делает только то, на что Бог даст согласие. Святитель Григорий Двоеслов по этому поводу пишет: «Удивительно, что он не присваивает себе право поражать. И это тот, кто никогда не упускает случая гордиться своей гордыней перед Творцом всячески. Дьявол знает, что сам по себе он не способен ни на что и даже не существует сам по себе как дух». Да? То есть сатана, даже и не хотя этого, выполняет все равно волю Божью. И вот наступает день, когда к Иову приходят подряд 4 вестника, которые сообщают, что все стада его уничтожены, всех верблюдов увели, он лишился имущества. Рухнул дом, в котором находились, о ужас, его дети, и все они погибли. Иов лишается не только имущества, но и родственников, ближайших то есть своих детей. И что делает Иов? Он встает, благословляет Бога и говорит: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». И такая реплика: «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Дьявол на этом не успокаивается и продолжает эту беседу с Богом и говорит, что ладно, пусть вот сейчас Иов тебя благословляет, допустим, для него не так важны были дети и имущество, но позволь прикоснуться к нему самому, то есть к его здоровью, да, к его жизни. И тогда он отречется от Бога. «Простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» Так говорит сатана Богу. «И сказал Господь сатане: вот он в руке твоей, только душу его сбереги». То есть коснись здоровья Иова, но душу не трогай. И сатана поражает Иова проказою.
от подошвы ноги до темени его. И Иов вынужден удалиться за пределы селения, потому что прокаженным нельзя общаться с людьми. И вот еще вчерашний богач, знаменитый, властный, благочестивый человек сидит вне селения, скребет себя черепком, потеряв все уважение, славу, богатство в кратчайшие сроки. О том, что было дальше, мы с вами поговорим в следующей лекции. А пока, как обычно, вопрос.